Привет, друзья! Перед вами костюм робота Алёши и я, его создатель. Я уже много раз записывал видео про то, как пользоваться костюмом робота Алёши, но сейчас мы записываем новое видео, специально для этого поставили софит и пригласили оператора, именно потому что данный костюм, можно сказать, финальная версия робота Алёши. В течение нескольких лет мы испытывали этот костюм, постоянно дорабатывали, что-то меняли. И сейчас, друзья, перед вами та версия, которая, можно сказать, финальная. Финальная версия, которая будет приносить вам только удовольствие в использовании. Итак, расскажу, как пользоваться костюмом робота Алёши, как надевать его и некоторые нюансы. Поехали! Итак, несколько слов о том, как пользоваться технической составляющей костюма робота Алёши. А именно микшерным пультом и остальными гаджетами, колонками, звуками, микрофонами. Итак, здесь у него в корпусе находится микшерный пульт. Открывается эта крышка довольно легко. Она крепится на магнитах. Видите? Итак, снимаем крышку. Ее можно снять, в принципе, полностью, отстегнув вот этот штекер. А можно не отстегивать. Я ее практически никогда не отстегиваю. Вот так вот отпускаю, и она мне не мешает. Что у нас здесь находится? Важный момент. Здесь мы крепим пульт управления подсветкой робота Алёши. Он снимается, он крепится на липучку. Вот сюда вот. Желательно, если вы будете его всегда там хранить. Если вы его потеряете, тогда вам нужно будет ставить новый контроллер. Этот пульт управляет подсветкой. Ее можно включить, выключить. Включить, выключить. Также поменять цвет подсветки. Например, красный, например, зеленый, синий. Или сделать мигающую подсветку. Я люблю, когда она горит зеленым цветом. Наш фирменный стайл – зеленый цвет. Также два аккумулятора, один из которых питает микшерный пульт, а второй питает подсветку. Эти два аккумулятора поставляются нами с двумя зарядными устройствами. Зарядное устройство нежелательно путать, потому что зарядное устройство одно заряжает 12-вольтовый аккумулятор, а второе 16-вольтовый. Включаем микшерный пульт. Очень важный момент. Вот эта вот красная кнопочка. Она запускает питание от аккумулятора микшерному пульту. Если вы хотите вытащить аккумулятор, снять его, перезарядить, поставить новый, вам обязательно нужно выключить эту кнопку. Сначала вы подключаете аккумуляторы, а потом, соответственно, включаете питание. Итак, включили питание. Берем микрофончик. Рассказываю, как пользоваться микшерным пультом. У микшерного пульта есть несколько каналов, в один из которых мы вставляем вот этот вот штекер. Это микрофонный штекер. Второй штекер, который воткнут в этот микшерный пульт, это выход. Выход на колонку. Итак, вот этот вот блок. Это блок управления обработкой. Можно переключить голос, например, поставив 77-й. 77-м голосом у нас обычно разговаривает робот Алёша. Привет, детишки, мальчишки. Это общий звук, раз, два, три. И немаловажно, чтобы звук на микрофоне тоже был выведен полностью. А также полностью, чтобы выведена была крутилка обработки голоса. Итак, вот я убрал ее, вот увеличил обработку. И общая обработка тоже должна выведена быть на полную. Немаловажный момент с чувствительностью микрофона. Ее тоже можно увеличить, и тогда голос будет громче. Пару слов еще по поводу звука, микрофона и колонки. Итак, сам микрофон, который находится в шлеме, у него есть кнопка включения-выключения. Не забывайте ее, пожалуйста, включать. Кнопочка включения-выключения микрофона. Так, предположим, я в шлеме начинаю говорить. Раз, два, три, четыре, пять.
звук видно по вот этим лампочкам, идет на микшерный пульт, но не выходит из колонки. Видимо, мы забыли ее включить, поэтому расскажу, собственно, где она находится и как ее доставать. Так, колонка находится в паховой части костюма робота Алеши. Вот сейчас я ее достаю. В нее идет вот такой вот штекер. Вот. Это вот колонка. Специально мы ее обматываем вот такой вот штучкой, для того, чтобы штекер у нас не сломался, не испортился. Да. Это исключительно наше ухищрение. Сама по себе колонка идет без вот этого вот обода. Включаем колонку. Вставляем туда штекер. И начинаем говорить. Звук пошел. Вставляем ее сюда. Тут она крепится на резиночке. Опа. Вот так вот. Зафиксировали, и все. Дальше можно пользоваться. А микрофон, соответственно, вставляем в шлем. Вуаля! Первым делом надеваем это сексуальное обтягивающее трико. Несколько слов о том, какой должен быть аниматор. У меня рост 175 сантиметров. Этот костюм надевается на человека, соответственно, где-то от 170 до 180 сантиметров. Тогда он сидит нормально и хорошо. Очень важно, чтобы аниматор был стройный, такой как я. Стройный и подтянутый. Короче говоря, желательно худощавого телосложения. Надеваем ноги. Ноги идут вот такой вот цельной конструкцией, и надеваются они очень просто. Внутри находится специальный тапок, в который аниматор должен вставить свою ногу. Очень важно, чтобы вот эти вот штекеры не терялись внутри ноги, а торчали наружу. Надеваем ногу. У меня это занимает буквально несколько секунд. Одну ногу надели. Вторую ногу надели. Чем стройнее аниматор, тем проще влезать в этот костюм. Сразу расскажу несколько слов про звуки. Звуки, с которыми робот Алеша ходит, и издает. Итак, звуки у нас издают вот эти вот колоночки. Эти колонки подключаются вот таким вот штекером к ногам и включаются. Здесь у них есть кнопочка включения-выключения. Внутри колонок находится карта памяти с этими как раз звуками. Поэтому любой звук можно записать на эту карту. Вуаля! Включаем колоночки. Итак, смотрите, очень важно ходить не длинными шагами, а короткими. Мы в город изумрудный идем дорогой трудной. Потому что если вы будете высоко поднимать ногу и шагать вот такими вот, допустим, длинными шагами, то, как видите, ничего не происходит. Нужно всегда ходить вот такими шагами. Это объясняется тем, что когда мы поднимаем ногу, мы по сути нажимаем на кнопку. А кнопку нужно нажимать, отпускать, нажимать, отпускать, нажимать, отпускать. Поехали дальше. Прежде чем надеть костюм, тяжеленький, вес его около 15 килограмм со всеми аккумуляторами, микшерами и колонками, мы должны в первую очередь все включить. Итак, включаем костюмчик. Раз-два, раз-два. Включаем. Так, что у нас тут? Микрофон. Включаем. Все работает. Отлично.
Подключаем, вставляем вот сюда, вот в эти отсеки колонки. Тоже можем их сразу включить. Вставляем. Так. Полную громкость везде накручиваем. Закрываем. И теперь надеваем его. Да что он там зацепился? Посмотри просто. Надеваем костюм. Это делается следующим образом. Аккуратненько поднимаем его над собой. Вот так вот залезаем. Опа. Опаньки. Меня не составило труда влезть внутрь костюма. Очень важно, чтобы все штекеры, которыми мы будем подключать ноги, голову, были в зоне досягаемости. Первым делом подсоединяем штекеры ног. Нащупываем их и вставляем один в другой. Также штекеры колоночек. Ага. Одна нога готова, вторая нога. Конечно же, это не так-то просто делать самому. Мы сейчас в экстремальных условиях это делаем, чтобы доказать вам, что даже один человек может надеть эту груду пластика на себя. Теперь подсоединяем ноги, чтобы они у нас не болтались с помощью вот этих застежек. Раз застежка. Так, ищем вторую. Теперь соединяем паховую область. Вот это должен я вам сказать. Задача не из легких. Есть контакт, захват. Ну и застегиваем. Застежки у нас вот здесь вот куча застежек боковых. Должен я вам сказать, что эта задача не из простых. Но это реализуемая вполне задача. Раз. Так. И вот эти вот провода мы убираем в ноги. Так, ну вот и все. Застежки застегнулись. Теперь мы... Очень важно сказать про вот эти вот пневматические, псевдопневматику. Она у нас держится вот здесь вот на магнитах. Ваша задача ее прикрепить. Сзади у меня одна отстегнулась. Вопрос, получится ли у меня ее закрепить. Есть контакт. Теперь берем и надеваем шлем. Первым делом вставляем микрофон. Здесь в шлеме он у нас крепится на липучку. Прямо напротив рта. Устанавливаем его. Итак, важно, вот этот вот штекер будет соединить вот с этим штекером. Сделать это сложно, но возможно. Опа! Раз штекер. Два штекера. Включаем сразу вентиляцию. Вентиляция у нас включается вот здесь вот кнопкой на руке. Так, вентиляция пошла. Потому что без вентиляции в этом шлеме делать нечего. Ну и теперь надеваем. Засовываем внутрь все наши резиночки. У них там есть специальные магнитики. Нащупать друг друга. Так. Есть контакт. Ага. Ну, вот как-то так. И теперь вставляем ручки.
помогли, установили мои рессоры туда, куда нужно. Но все остальное я сделаю сам. Вот так вот, друзья. Короче, друзья, вот так вот выглядит костюм робота Алёши. Это финальная версия. Скажу вам по секрету, что дальнейшие улучшения и инновации будут проводиться уже на других моделях костюма. С Алёшей мы заканчиваем. Поэтому торопитесь, успейте купить последнего Алёшу.